Давайте чуть-чуть погуляем вместе. Я покажу, как работает этот метод, и, может быть, он вам понравится. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Привет, друзья! Привет, друзья! Я выхожу из дома, я не один, я с Мартином. Всем привет! Вы видите, что я как-то странно выгляжу. Ну, как странно? Немного непрофессионально, потому что я учитель русского языка и радиоведущий, а выгляжу как спортсмен. Это не случайно. Дело в том, что я сейчас иду гулять с Мартином, а потом я иду в фитнес-клуб заниматься спортом. Поэтому я решил сразу надеть спортивную форму. У меня есть прекрасная подруга, ее зовут Джудит. Джудит, привет. И мы очень часто с ней гуляем и говорим на испанском языке. А иногда говорим на русском языке, потому что Джудит прекрасно говорит по-русски. И мы гуляем, Джудит, я и, конечно, Мартин, и устраиваем такой языковой обмен. Вы знаете, это очень помогает. Друзья, это очень помогает, потому что, как я всегда люблю говорить, важно говорить. Если вы только делаете упражнения, если вы только слушаете подкасты, если вы только читаете, то вы развиваете определенный навык. Или навык письма, или навык чтения, или навык понимания речи на слух. Но вы не развиваете навык говорения, поэтому нужно говорить. Мартин писает, поэтому я слежу, чтобы он делал это в нужном месте. Меня часто спрашивают: Сергей, а если мне не с кем говорить? Мне не с кем говорить. Я живу, например, во Франции, или в Соединенных Штатах Америки, или в Австралии, или в Японии. Мне не с кем говорить, у меня нет русскоязычных друзей. Напомню, что всегда можно благодаря интернету найти какую-нибудь платформу, на которой можно пообщаться с кем-нибудь из носителей. Можно принять участие в моем разговорном клубе, правда, он сейчас на каникулах. Но вы знаете, что иногда делаю я? Я говорю сам с собой. Нет, я не сошел с ума. Я действительно иногда говорю сам с собой, но я говорю сам с собой не на русском языке, а, например, на испанском или на английском. Иду по улице и комментирую все то, что вижу. Конечно, иногда можно это делать про себя. То есть ничего не говоря, а просто говорить в кавычках у себя в голове. Но, как я люблю повторять, лучше говорить так, как мы говорим в жизни. И поверьте, это очень помогает. И это помогает, например, вспомнить какие-то слова, которые вы уже забыли. Давайте чуть-чуть погуляем вместе. Я покажу, как работает этот метод, и, может быть, он вам понравится. Если он вам не понравится, это нормально, потому что мы все разные, и нам подходят разные методы изучения языков. Ой, сегодня очень жаркий день. Светит солнце. Видите, я уже начинаю практиковаться. Вы можете также идти и говорить себе, комментировать то, что вы видите. Сегодня жаркий день, светит солнце. Температура воздуха примерно 18-19 градусов Цельсия. Я вижу, что машина выезжает с парковки. Мужчина стоит и что-то читает в телефоне. Или пишет кому-то сообщение. Он что-то читает или кому-то пишет сообщение. Видите, я прошел буквально 30 метров, я говорил буквально 30 секунд и уже повторил так много полезных слов, полезных прилагательных, наречий, существительных. Поэтому это очень хорошо идти и комментировать. Очень жарко. Я надел кепку. Видите, я надел солнцезащитные очки, я надел футболку, я надел шорты, я надел синие кроссовки. Это мои любимые синие кроссовки для бега. Мартин гуляет по траве. Мартин нюхает траву. Я не хочу, друзья, представлять, чем пахнет эта трава. Ну, вы меня поняли. Это интимное дело. Я не могу вам показывать, как Мартин писает. Смотрите, какое красивое дерево и какие фиолетовые лепестки. Я не знаю, это лепестки или листья. Я не очень хорошо разбираюсь в ботанике,
но дерево очень красивое. Такое фиолетовое, даже сиреневое, можно сказать. Мартин что-то нашел. Мартин нашел что-то интересное. Мартин, что ты нашел? Что ты нашел? Что ты ищешь и что ты нашел? Кстати, Мартин недавно нашел на улице 10 евро. Изучай русский с удовольствием. Итак, друзья, вы просто идете и комментируете все то, что вы видите. Вы, конечно, можете спросить: Сергей, но если я буду говорить неправильно, если я неправильно скажу окончание или сделаю какую-то другую ошибку, кто мне скажет, что я говорю неправильно? Друзья, раскрою вам большой секрет. Даже если вы общаетесь с носителем, даже если у вас есть русскоязычный друг, и вы с ним гуляете, или, например, вы приехали в какую-то русскоязычную страну и пошли в бар или в кафе и заказываете у официанта кофе и, например, какую-нибудь вкусную булочку, и если вы делаете это по-русски, и если вы говорите что-то неправильно, поверьте мне, он вам тоже не скажет, что это была ошибка. И вообще, мне кажется, что исправлять нужно только те ошибки, которые часто повторяются, которые мы повторяем очень часто. Например, я со своими студентами, когда у нас разговорный урок, делаю, знаете что? Пока они говорят, я очень тихо записываю все ошибки, которые они делают, а потом после урока присылаю им маленькую таблицу. Так, Мартин сделал очень важное дело, и я сейчас должен это дело убрать. Одну секунду, я вернусь скоро. Я скоро вернусь. Пока рекламная пауза. Подпишитесь на Русское радиошоу, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. У меня важное дело. Как вкусно пахнет пакетик. Пахнет цветами. Зеленый сигнал светофора. Мартин, бежим, 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 чтобы успеть. Бежим, бежим. Мы же опаздываем куда-то. Не знаю куда. Мы никуда не опаздываем. Смотрите, автобус едет, автобус везет пассажиров. Девушка гуляет с собакой. Девушка тоже гуляет с собакой. Девушка гуляет с собакой. Здесь девушка... Нет, это парень едет на велосипеде. Парень едет на велосипеде. Он очень быстро едет на велосипеде, он куда-то, видимо, торопится. Я сейчас иду по маленькой пешеходной улице. Здесь растут деревья, зеленые деревья. Деревья не очень высокие. Я думаю, это какие-то молодые деревья. Сейчас я спускаюсь чуть-чуть пониже, и сейчас я иду под мостом. Наверху ездят машины, по мосту ездят машины, а мы с Мартином идем под мостом. Кстати, под мостом тоже ездят машины. Машины ездят везде. Так, о чем я вам говорил? Здесь так шумно, потому что здесь ездят машины, и под мостом всегда такая акустика. Так, о чем я говорил? У меня СДВГ. У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я очень быстро теряю мысль и переключаюсь на другое дело. Я говорил об ошибках, что даже когда вы говорите с носителем, если этот носитель не преподаватель, он не будет вас исправлять. А я, будучи преподавателем, исправляю студентов, но тоже делаю это не после каждой ошибки. Потому что если некоторых студентов останавливать каждые 10 секунд и говорить: это была ошибка, это, конечно, демотивирует студентов, и это сразу делает диалог каким-то неестественным. Поэтому я, конечно, если слышу, что студент часто повторяет ошибку, останавливаю его и говорю, что это была ошибка, лучше сказать так. Почему я это делаю? Потому что, когда я это говорю, студент тоже это запоминает. Ведь на ошибках мы учимся. Мы очень хорошо учимся на ошибках. Но чаще всего... Так, одну секунду, я перехожу дорогу. Нужно быть внимательным. Но чаще всего, пока студент говорит во время урока, я записываю ошибки, которые он делает, какие-то слова или фразы, которые он неправильно сказал. И после урока отправляю студенту таблицу. И в этой таблице неправильно сказанное слово или неправильно сказанная фраза, правильный вариант слова или фразы и комментарий, почему это было неправильно. Та-дам! Изучай русский с удовольствием.
Боже, как жарко сегодня, как жарко. Сейчас только 9 часов утра, 9 часов утра уже жарко. Я боюсь представить, что будет в 12 часов дня, что будет в 2 часа дня. Уф, будет очень жарко. Так, мы гуляем по такому маленькому парку. Мартин опять что-то нюхает. Мартин, что ты ищешь все время? Мартин, что ты все время ищешь? Мы гуляем по такому парку. Здесь достаточно тихо и спокойно. Хотя буквально в 20 метрах большая широкая улица, трамваи, автобусы, машины. Мне кажется, что после записи этого влога я могу не идти на спорт, потому что я уже поднялся, мне кажется, на 50 метров. Чтобы это видео не было только мотивирующим видео, а чтобы также была и какая-то практическая польза, друзья, я предлагаю вместе погулять еще чуть-чуть и гуляя, деепричастие, и гуляя, комментировать то, что мы с вами видим. Как вам такая идея? Вот мы видим, идет мужчина. Я думаю, что ему может быть 60 лет. Он идет спокойно, о чем-то думает. Вот еще один мужчина в очках, в полосатой рубашке и в шортах. Все такие серьезные сегодня, потому что сегодня рабочий день, и сейчас 9 часов утра. Может быть, они идут на работу. Еще один мужчина гуляет с собаками, у него 2 собаки, которые тоже что-то нюхают, что-то ищут в траве. Мужчина в светлой футболке, в голубых джинсах, в белых кроссовках, и мужчина в очках. Но не в солнцезащитных очках, а в очках для зрения. Надеюсь, вы видите, что мужчина в очках. Трамвай идет. Интересный момент. Почему трамвай идет? Куда он идет? Он едет. Если мы говорим об общественном транспорте, который курсирует по маршруту, то мы обычно используем глаголы «идти», «ходить». Так что мы можем сказать, как часто ходит этот автобус. Каждые 10 минут мы видим женщину, которая стоит на светофоре, красный сигнал светофора. Поэтому женщина стоит и ждет, когда будет зеленый сигнал светофора, когда будет зеленый свет. Женщина в солнцезащитных очках, в синей кофте и в красных штанах. Машины остановились, а мы переходим дорогу. Это трамвайная остановка. Люди ждут трамвая. Я хотел сказать, что кто-то читает книгу, кто-то думает о чем-то серьезном. На самом деле все смотрят в свои телефоны. Кто-то слушает музыку. Вот девушка в наушниках слушает музыку. Идет трамвай. Поэтому все пассажиры встают и уже готовятся сесть в трамвай. За моей спиной трамвай. Он только что пришел. Пришел трамвай. Пассажиры садятся в трамвай и поедут по своим делам. Друзья, посмотрите, что это. Маленький огород практически в центре города. Маленький огород. Это, конечно, не дача. Вы знаете, что такое дача. Это не дача, это маленький огород. Вы видите, что женщина сидит на такой табуретке и что-то делает. Интересно, что здесь выращивают? Что эти люди выращивают здесь? Что здесь растет? Может быть, огурцы, может быть, помидоры, может быть, базилик, может быть, лук, может быть, капуста, может быть, баклажаны, может быть, чеснок, может быть, картофель, может быть, они выращивают картошку. Видите, друзья, в одном предложении я повторил сразу несколько овощей, которые мы можем выращивать. Видите, как хорошо иногда гулять и комментировать или про себя в своей голове, или про себя комментировать, или лучше комментировать вслух. Конечно, если вы стесняетесь просто идти и говорить, если вы боитесь, что люди подумают, что вы сумасшедший или сумасшедшая, если вы стесняетесь, вы можете просто взять наушники, и люди будут думать, что вы с кем-то говорите по телефону. Но я не стесняюсь, я иду с камерой, с микрофоном, я все комментирую, я не стесняюсь. Вы видите, летит самолет, куда-то летит самолет. Так, друзья, время заканчивать нашу прогулку. Я буду идти
спиной вперед. Я буду идти спиной вперед, потому что здесь светит солнце, чтобы вы могли меня видеть. Время заканчивать нашу прогулку. Пора заканчивать нашу прогулку, потому что мне нужно идти на спорт. Мартин уже сделал все свои очень важные дела. И сейчас мы вернемся домой. Я помою Мартину лапы. Потому что если я не помою ему лапы, он этими грязными лапами будет прыгать по кровати, по дивану. Ничего хорошего в этом нет, поэтому я всегда мою ему лапы. Мартин будет отдыхать, лежать на диване, а я пойду заниматься спортом. Таков мой план на сегодня. А вы, друзья, прямо сегодня попробуйте на практике, подходит ли вам этот метод. Гулять и комментировать то, что вы видите. Гуляя, комментировать то, что вы видите. И напишите в комментариях, понравился ли вам такой метод. Кому-то он может подойти, кому-то может не подойти. Это нормально, мы все разные. То, что подходит одному человеку, то, что нравится одному человеку, то не подходит другому человеку, то не нравится другому человеку. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу, и обязательно поставьте лайк. И я жду ваших комментариев. Мартин должен попрощаться. Мартин, скажи пока. Скажи пока. Мартин зевает. Ты хочешь спать, Мартин? Идем домой? Идем домой, Мартин. Идем домой. Мартин, идем мыть лапы. Идем мыть лапы. Идем мыть лапы. Мыть лапы. Идем мыть лапы. Давай, Мартин, мыть лапы. Моем лапы. Кстати, друзья, маленький спойлер. Скоро я для вас запишу видео, в котором объясню разницу между словами «мыть», «мыться», «чистить», «убирать» и так далее. Я думаю, что... Извините, что я рассказываю это в такой интимный для Мартина момент. Я думаю, что это будет очень интересно и полезно. Моем лапы. Теперь у нас чистые лапы. Мартин, вытираем лапы. Ты пьешь воду в душевой кабине. Вытираем лапы. Все, друзья, пока.